Что может остановить пятиметрового питона-убийцу, который пожирает все живое на своем пути? Во Флориде бирманские питоны превратились в настоящее бедствие. Они уничтожили 90% енотов, опоссумов и кроликов в Эверглейдс всего за 2 десятилетия. Эти гиганты весом под 100 килограммов заглатывают целиком оленей и аллигаторов. Ученые были в панике, ведь у этих хищников в Америке нет естественных врагов. Но в 2022 произошло то, что шокировало всех биологов. Несколько мертвых питонов нашли с разорванными телами. Вскрытие показало невероятное: их убили существа размером с кулак. Крошечные хищники нашли способ расправляться с гигантскими змеями, и этот метод оказался жестоким. Бирманские питоны появились во Флориде в 80-х годах прошлого века. Владельцы экзотических животных выпускали надоевших змей в болото Эверглейдс, не подозревая о последствиях. К 2000-м в национальном парке обосновалась целая популяция этих гигантов. Биолог Майкл Доркас из Университета Флориды установил в 2003-м камеры наблюдения по всему Эверглейдс. За 5 лет съемок он зафиксировал катастрофу. Количество млекопитающих падало с пугающей скоростью. Еноты практически исчезли, их популяция сократилась на 99%. Пасумы, рыси, лисы – все они стали редкостью в местах, где питоны охотились активнее всего. Змеи размножались невероятными темпами. Одна самка откладывала до 80 яиц за раз. Молодые питоны росли стремительно. За 3 года достигали 3 метров в длину и начинали охотиться на крупную добычу. В 2012-м рейнджеры нашли питона длиной 5 метров 70 сантиметров с целым оленем внутри. Вес змеи составлял 74 килограмма. Власти объявили охоту на питонов. За каждую пойманную змею платили от 50 до $300 в зависимости от размера. Охотники вылавливали 1000 особей ежегодно, но это не помогало. На каждого убитого питона приходилось 10 новых. Ученые подсчитали, что в Эверглейдс обитает от 100 до 300 тысяч этих хищников. Точную цифру установить невозможно. Змеи отлично маскируются в болотах и ведут скрытный образ жизни. Экосистема разваливалась на глазах. Исчезновение мелких млекопитающих запустило цепную реакцию. Хищные птицы лишились привычной добычи и покидали территорию. Растительность меняла свой состав без животных, которые распространяли семена. Болота Эверглейдс превращались в царство питонов, где другим крупным животным не оставалось места. Биологи называли это экологическим коллапсом и не видели способа его остановить. В марте 2022-го рейнджер Томас Рейхилл патрулировал южную часть Эверглейдс и наткнулся на мертвого питона длиной 4 метра. Змея лежала на берегу канала с огромной дырой в боку. Рейхилл сфотографировал находку и отправил снимки биологам. Те потребовали немедленно доставить тело для вскрытия. Ветеринар Сара Фанк вскрыла питона в лаборатории геологической службы США. Картина оказалась шокирующей. Внутренности змеи были разорваны изнутри. В желудке она обнаружила частично переваренного болотного кролика и нечто странное – мелкие следы укусов по всей внутренней поверхности. Фанк взяла образцы тканей и отправила на анализ. Через 2 недели рейнджеры нашли еще 3 мертвых питонов с похожими повреждениями. Все змеи были крупными взрослыми особями весом от 40 до 60 килограммов. У каждой зияли раны на теле, а внутренности выглядели так, будто их прогрызли изнутри. Биологи недоумевали, что могло убить этих хищников таким способом. Анализ ДНК дал ответ. На тканях из желудков питонов нашли слюну и шерсть флоридских пантер. Но это не имело смысла. Пантеры не могли залезть внутрь живой змеи. Фанк изучила раны внимательнее и поняла последовательность событий. Питоны заглатывали добычу целиком – оленят, енотов, кроликов. Но иногда они хватали детенышей пантер. Молодая пантера весом килограммов 25 помещалась в пасть крупного питона. Змея заглатывала хищника живьем, как обычную добычу. Но пантеры обладали мощными когтями и зубами. Оказавшись в желудке питона, зверь не умирал сразу. Он начинал отчаянно драться за жизнь, разрывая змею изнутри. Желудочный сок обжигал пантеру, но та продолжала рвать плоть когтями, пытаясь выбраться наружу. Питон корчился в агонии, но не мог ничего сделать. Его мышцы сжимали собственное тело, не давая извергнуть добычу обратно. Пантера прогрызала стенки желудка, кишечник пробивалась сквозь мышцы. В итоге обе погибали, змея от внутренних повреждений, а пантера от удушья и ожогов пищеварительными соками.
Рейнджеры находили их тела рядом, огромную змею с дырой в боку и окровавленного детеныша пантеры. В июне того же года охотник на питонов Джейк Уолтон поймал живую самку длиной почти 5 метров. Змея вела себя странно, медленно двигалась и не сопротивлялась. Уолтон заметил небольшую припухлость на ее теле и решил показать находку ученым вместо того, чтобы усыпить. Фанк провела рентген и обнаружила внутри питона нечто невероятное. В желудке змеи находилось живое существо размером с крупную крысу. Оно двигалось. Биологи решили подождать и наблюдать за происходящим через портативный ультразвуковой сканер. Существо внутри оказалось болотной выдрой. Питон проглотил ее 3 дня назад, но выдра все еще была жива. Зверек весил около килограмма и обладал острыми зубами. Выдра методично прогрызала стенку желудка змеи, делая передышки, чтобы сэкономить кислород. Каждый укус разрывал ткани питона на несколько миллиметров. Фанк наблюдала за этой борьбой 12 часов. Выдра действовала с поразительным упорством. Огрызла одно и то же место, расширяя рану. Питон корчился от боли, но его пищеварительная система не могла извергнуть добычу обратно. Змеи физически не способны на это после полного заглатывания. На 13-м часу выдра прогрызла желудок насквозь и пробралась в полость тела. Питон начал умирать от внутреннего кровотечения и инфекции. Выдра продолжала грызть дальше, пробираясь к выходу через мышечную ткань. Еще через 8 часов она прогрызла кожу и вывалилась наружу, живая, но покрытая ожогами от желудочного сока. Команда Фанк немедленно промыла выдру, обработала раны и поместила в карантин. Зверек выжил. Его шкура оказалась достаточно толстой, чтобы защитить от самых серьезных повреждений, а плотный мех создал дополнительный барьер. Выдра провела внутри змеи почти 3 суток и смогла выбраться. Это открытие перевернуло представление ученых о пищевой цепи Everglades. Питоны были не такими неуязвимыми, как казалось. Мелкие хищники научились сражаться за жизнь даже после того, как их проглотили. Фанк начала собирать данные о других случаях. За следующие 3 месяца рейнджеры нашли 17 мертвых питонов с признаками внутренних повреждений. В 2 случаях рядом со змеями лежали мертвые еноты с обожженными мордами и лапами, они тоже пытались прогрызть себе путь на свободу. Фанк организовала масштабное исследование мертвых питонов по всему Everglades. Команда из 15 биологов вскрыла 123 змеи, погибшие за последние 8 месяцев. Результаты оказались ошеломляющими. 31 питон умер от внутренних повреждений, нанесенных проглоченной добычей. Это составляло 25% всех смертей, невероятно высокий показатель. В желудках нашли останки енотов, опоссумов, болотных выдр, молодых пантер и даже одного барсука. Все эти животные сражались до последнего вздоха. Биолог Роберт Маккей из команды Фанк обнаружил закономерность. Питоны длиной от 3 до 4,5 метров гибли чаще всего. Эти змеи были достаточно крупными, чтобы охотиться на взрослых хищников, но недостаточно массивными, чтобы быстро их переварить. Гиганты длиной больше 5 метров убивали добычу мощным сжатием и переваривали ее быстрее благодаря более концентрированному желудочному соку. Маккей установил камеры возле нор енотов и барсуков. За 3 месяца наблюдений он зафиксировал 12 нападений питонов. В 7 случаях змеи успешно заглатывали добычу, но в 2 эпизодах еноты начали драться внутри змей так яростно, что питоны выплюнули их обратно через час после заглатывания. Еноты получили тяжелые ожоги, но выжили. Команда обнаружила еще один шокирующий факт. Детеныши флоридских пантер научились особой тактике. Если змея хватала котенка, он не пытался вырваться сразу. Пантера притворялась мертвой, позволяя питону расслабиться и начать заглатывание. Как только голова оказывалась внутри, котенок впивался когтями в мягкие ткани пищевода и начинал рвать их методично, двигаясь к желудку. Эта тактика срабатывала в 40% случаев. Питон получал критические повреждения пищевода и умирал от кровотечения раньше, чем успевал переварить добычу. Пантера задыхалась внутри, но ее смерть означала смерть змеи. Взрослые пантеры передавали этот навык потомству. Биологи наблюдали, как самка учила 3-месячных котят правильно реагировать на хватку удава на примере толстой ветки. Фанк провела эксперимент в контролируемых условиях. Она скормила питону длиной 3 метра 80 сантиметров мертвого енота с вживленными датчиками давления и температуры.
Датчики показали, что температура внутри желудка достигала 42 градусов, а кислотность была смертельной для большинства тканей. Но шкура енота разрушалась медленно, полное растворение заняло бы 4 суток. Живой енот с острыми когтями и зубами получал почти 4 суток на побег. Этого времени хватало, чтобы прогрызть стенку желудка и мышечную ткань. Фанк поняла, эволюция нашла способ дать отпор инвазивным хищникам. Местные животные адаптировались к новой угрозе за поразительно короткий срок. Рейнджеры начали находить все больше мертвых питонов с разорванными телами. В августе 2022 количество таких находок достигло 47 за 1 месяц. Это в 3 раза превышало показатели предыдущего года. Местные хищники перешли в контрнаступление. Охотник Марк Холлис установил ночные камеры с тепловизорами в районе, где питоны охотились особенно активно. Записи показали невероятную картину. Самка енота с 3 детенышами попала в засаду питона длиной 4 метра 20 сантиметров. Змея схватила одного детеныша и начала душить его кольцами тела. Самка енота не убежала. Она атаковала питона, целясь в голову. Ноты обладают мощными челюстями. Сила укуса достигает 50 килограммов на квадратный сантиметр. Самка вцепилась в шею змеи возле головы и начала рвать кожу. Питон отпустил детеныша и попытался обвиться вокруг взрослой самки, но та увернулась. 2 оставшихся детенышей присоединились к атаке. Они кусали змею за хвост и середину тела, отвлекая ее внимание. Самка продолжала рвать шею питона. Через 17 минут борьбы змея ослабла от потери крови. Ноты разорвали ее позвоночник в районе головы и скрылись в зарослях. Первый детеныш выжил, питон не успел задушить его полностью. Биолог Дженнифер Рид зафиксировала похожий случай с семейством барсуков. Взрослый самец барсука весом 11 килограммов вступил в схватку с питоном длиной 3 метра 70 сантиметров. Барсуки роют норы мощными когтями, способными разрывать твердую почву. Эти же когти самец использовал против змеи. Питон обвился вокруг барсука и начал душить. Барсук не паниковал. Он методично рвал когтями кожу змеи на боку, где находились жизненно важные органы. Змея сжимала сильнее, ломая ребра барсуку. Тот продолжал драть плоть питона, добравшись до внутренностей. Через 23 минуты змея разжала кольца и начала конвульсивно биться. Барсук разорвал ее печень и желчный пузырь. Барсук выжил с множественными переломами ребер и проколотым легким, но прожил еще 3 недели. Нашла его мертвым возле норы, инфекция от ран оказалась смертельной. Рядом лежал мертвый питон. Оба бойца погибли, но барсук защитил свою семью в норе. Камеры зафиксировали 23 подобных схватки за 4 месяца. В 16 случаях местные хищники убивали питонов или наносили им смертельные раны. Раньше такого не происходило. Еноты и барсуки просто убегали от змей. Теперь они научились сражаться и побеждать. Популяция питонов впервые за 20 лет начала сокращаться в некоторых районах Эверглейдс. Молодые змеи длиной до 3 метров гибли особенно часто. Они не обладали достаточной силой, чтобы быстро задушить взрослого енота или барсука. Хищники Флориды эволюционировали, научившись убивать захватчиков. В октябре 2022 рейнджер Томас Рейхил обнаружил самого крупного мертвого питона за всю историю наблюдений. Змея достигала 6 метров 14 сантиметров в длину и весила 92 килограмма. Ее тело лежало у воды с огромной рваной раной на боку размером с футбольный мяч. Вскрытие показало шокирующую картину. Внутри питона находились останки взрослой флоридской пантеры весом около 45 килограммов. Это была не молодая особь, а зрелая самка. Змея проглотила хищника, который был почти вдвое легче ее самой. Невероятный подвиг даже для такого гиганта. Фанк восстановила последовательность событий по повреждениям. Питон напал на пантеру возле водопоя и сжал ее мертвой хваткой. Процесс удушения занял около 40 минут. На теле пантеры остались следы от колец змеи. После смерти жертвы питон потратил почти 3 часа на заглатывание такой крупной добычи. Пантера оказалась беременной. Внутри ее матки находились 2 почти сформировавшихся детеныша на последней неделе развития. Когда питон начал переваривать пантеру, детеныши все еще были живы благодаря защите плаценты и околоплодных вод. Температура и кислота убивали мать, но котята получили отсрочку на несколько часов.
Один из детенышей прогрыз стенку матки и выбрался в желудок питона. Новорожденная пантера длиной 30 сантиметров обладала острыми молочными когтями и инстинктом выживания. Котенок начал рвать все вокруг себя в слепой ярости и панике. Он разорвал стенку желудка, кишечник, печень питона, пробираясь через внутренности змеи. Питон корчился в агонии 8 часов. Детеныш пантеры прогрыз путь сквозь 1,5 метра плоти и мышц, добравшись до кожи. Последний барьер оказался самым толстым. Кожа гиганта достигала почти сантиметра толщины. Котенок грыз ее 4 часа, пока не пробил отверстие наружу. Рейнджеры нашли мертвого детеныша в 5 метрах от змеи. Котенок выбрался из питона живым, но был полностью покрыт химическими ожогами 3-й степени. Он прополз несколько метров и умер от болевого шока и обезвоживания. Рядом валялась мертвая змея весом 92 килограмма, убитая существом размером с ладонь. Фанк отправила данные в Смитсоновский институт. Специалисты по рептилиям подтвердили, это первый задокументированный случай, когда нерожденное млекопитающее убило гигантского питона изнутри. Случай попал в научные журналы и вызвал шквал споров среди биологов. В ноябре того же года охотники нашли еще 2 огромных питонов длиной больше 5 метров с похожими повреждениями. Один проглотил беременную самку оленя, второй — крупного барсука. В обоих случаях добыча или ее детеныши разорвали змей изнутри. Гиганты, которые десятилетиями доминировали в Эверглейдс без естественных врагов, начали массово гибнуть от лап и когтей своих жертв. В январе 2023-го биологи установили GPS-трекеры на 30 крупных питонах, чтобы отследить их перемещения и охотничьи паттерны. За 3 месяца 14 змей перестали двигаться. Сигнал указывал на одно место несколько дней подряд. Команда Фанк выехала проверять координаты. Первый питон длиной 4 метра 90 сантиметров лежал мертвым возле высохшего русла. Его тело было полностью разорвано изнутри в 3 местах. Вскрытие показало невероятное. Внутри находились останки сразу 5 взрослых енотов. Змея наткнулась на семейную группу и сумела проглотить всех по очереди за 2 суток. Еноты оказались живы внутри желудка одновременно. Они координировали атаку, разрывая змею с разных сторон. Один грыз область возле головы, 3 атаковали середину тела, последний рвал хвостовую часть. Питон умер от множественных внутренних кровотечений за 6 часов. 4 енотов погибли внутри, но один выбрался наружу и выжил. Рейнджеры нашли его следы, ведущие к ближайшему водоему. Второй питон с трекером погиб еще более странной смертью. Змея длиной 5 метров 30 сантиметров заглотила молодого аллигатора длиной 1,20 сантиметров. Обычно питоны успешно переваривали аллигаторов такого размера, но этот аллигатор оказался необычайно агрессивным. Рептилия прожила внутри питона почти 3 суток. Аллигаторы способны задерживать дыхание на несколько часов и обладают невероятной живучестью. Молодой хищник методично ломал ребра змеи изнутри мощными челюстями, пробиваясь наружу. Он разорвал позвоночник питона в 2 местах, полностью парализовав змею. Фанк нашла обоих мертвыми, питона с переломанным хребтом и аллигатора, задохнувшегося внутри. Но рептилия успела нанести такие повреждения, что змея умирала в агонии 4 суток, не в силах даже пошевелиться. Это был самый жестокий случай взаимного уничтожения, который видела команда. 3-я находка шокировала даже опытных биологов. Питон длиной 5 метров 70 сантиметров проглотил взрослого самца пантеры весом 63 килограмма. Абсолютный рекорд. Змея была так раздута добычей, что не могла двигаться. Пантера умерла от удушения, но ее когти длиной 6 сантиметров автоматически выпустились в предсмертной конвульсии. Те когти пробили желудок питона насквозь в десятках мест. Змея истекала кровью, но не могла избавиться от добычи. Мышцы были слишком растянуты. Питон умирал 8 дней. Рейнджеры нашли его неподвижным, но еще живым. Змея не реагировала на прикосновение, ее глаза помутнели от боли. Внутренние органы полностью отказали. Фанк приняла решение усыпить питона. Это было милосерднее. Вскрытие показало масштаб разрушений. Пантера разорвала все внутренние органы змеи когтями. Желудок превратился в решето с 47 пробоинами. Кишечник был разорван в 18 местах. Печень полностью уничтожена. Питон физически не мог выжить, но его нервная система продолжала функционировать, продлевая агонию. За первые 4 месяца 2023-го рейнджеры зафиксировали 112 мертвых питонов, убитых изнутри своей добычей.
Это превышало все показатели предыдущих лет вместе взятые. Природа Флориды нашла способ сопротивляться захватчикам самым жестоким образом. Популяция питонов в Эверглейдс сократилась на 18% за 2 года. Впервые с 90-х годов численность инвазивных змей пошла на спад без массового вмешательства человека. Местные хищники научились убивать захватчиков быстрее, чем те размножались. Фанк опубликовала исследование в журнале Nature в мае 2023-го. Данные показали невероятную скорость адаптации. А 25 лет, всего 10 поколений для енотов и пантер, млекопитающие Флориды выработали защитные механизмы против питонов. Молодые животные обучались тактике борьбы от родителей. Еноты передавали знания о том, как атаковать змею группой. Пантеры учили детенышей притворяться мертвыми и бить в жизненно важные органы когтями. Биологи зафиксировали изменения в поведении всей экосистемы. Барсуки стали охотиться стаями по 4-5 особей вместо одиночного образа жизни. Такая группа могла убить питона длиной 4 метра за 15 минут координированной атакой. Опоссумы научились издавать специфический писк при виде змеи, сигнал тревоги для других животных в радиусе 100 метров. Самым неожиданным открытием стало поведение аллигаторов. Молодые особи начали специально охотиться на питонов длиной до 3 метров. Рейнджеры засняли на видео, как аллигатор длиной 2 метра атаковал питона и разорвал его пополам мощными челюстями. Раньше аллигаторы игнорировали змей или избегали их. Теперь рептилии Флориды воспринимали питонов как пищевых конкурентов и активно истребляли. К осени 2023-го ученые зафиксировали рост популяции енотов на 12% в районах, где питоны гибли чаще всего. Опоссумы вернулись в места, покинутые 10 лет назад. Болотные выдры увеличили численность на 8%. Экосистема начала восстанавливаться. Кто может остановить 5-метрового питона-убийцу? Ответ оказался простым и жестоким — его собственная добыча. Еноты весом 10 килограммов, детеныши пантер размером с кошку, новорожденные животные, которые еще не видели света, все они способны убить гигантскую змею, если та совершит ошибку и проглотит их живьем. Если даже питоны не могут расслабиться из-за своих друзей, то что же ждать нам? Узнайте больше о необычных поворотах природы и других захватывающих историях на нашем сайте wideori.com. Ссылку ищите в описании. Фанк провела последний эксперимент в декабре 2023-го. Она выпустила в контролируемую зону питона длиной 4 метра и семейство енотов из 5 особей. Раньше змея убила бы всех за несколько дней, но еноты атаковали первыми. Они окружили питона, отвлекали его, кусали за хвост. Когда змея попыталась схватить одного детеныша, взрослый самец и самка набросились на ее голову и разорвали шею за 8 минут. Природа потратила четверть века на то, чтобы найти ответ на угрозу инвазивных хищников. Эволюция работала не через изменение генов, а через передачу знаний и опыта. Животные Эверглейдс научились сражаться и побеждать врагов, которые казались непобедимыми. Крошечные хищники победили гигантских питонов самым жестоким способом, превратив желудки змей в арену последней битвы, где размер больше не гарантировал выживание.